ты где? Новое видео. А я думал, сова. Всем здорово, с вами Зура. Сегодня на нашем столе со вкусностями самый настоящий десерт. Дом совы, или же совиный дом, кому как удобней. Лично от себя скажу, что довольно часто меня цепляют какие-то фильмы, мультсериалы или же аниме. Потому что я довольно чувствительный и сострадающий человек. Но чтобы остаться в моем сердце, в концепции проекта должна быть какая-то изюминка, которая словно крючок будет цепляться и тянуть за собой неподдельные чувства и эмоции. Так, по секрету, чисто между нами, в свое время меня поразила концепция и структура мультсериала от Алекса Хирша Gravity Falls. И по сей день, а может даже до конца моей жизни, это будет мой любимый сериал. Вернемся к Дому совы. Дом совы — это американский мультипликационный мультсериал в жанре фэнтези, производства Disney. Сериал был создан Данной Террас. И премьера стартовала в начале 2020 года. Что означает, что я снова опоздал с обзором. «Совиный дом» — самый первый мультфильм ее авторства, но далеко не первый мультфильм, над которым она работала. Ранее она работала над новыми утиными историями. Кстати, тоже очень годная штука, если вам будет интересно, то возможно будет ролик и по ним. Также участвовала в работе над моим любимым Gravity Falls. Когда слышу это слово, ловлю своеобразный оргазм. Что также меня сподвигло посмотреть этот сериал, так это тот факт, что сам батя трех дневников Алекс Хирш принял участие в создании мультсериала «Дом совы». Помимо того, что он является главным креативным консультантом, так еще и озвучивает нескольких персонажей. Голос Алекса лег на таких персонажей, как Король и Сычик, он же Ух. Как говорил великий человек, сериал запузырился. Первая серия начинается с того, что происходит файтинг между Змеем и Азорой. Ну вы поняли, Азора, Зуро. После мы переносимся в реальный мир, и оказывается, что это был краткий пересказ сочинения Лус Наседа. Ее вызвали к директору из-за того, что ее поведение неординарно. Я бы сказал, неестественно для обычных подростков. Поэтому у нее проблемы в общении со сверстниками. Ну просто девочка-фантазерша. Вот этот момент мне, кстати, напомнил серию с Gravity Falls под названием Let In, когда Стэнли пытался напугать детей, пришедших за конфетами. И когда Луз шила из разных частей тела животных непонятную штуку, прямо как Стэн делал в своем магазине «Хижины чудес». Что со мной не так? Почему мне везде хочется проводить аналогии? Собственно, за неординарные выходки Луз, ее мама принимает решение отправить девочку в летний лагерь. Но она говорит, что ей не хочется в летний лагерь, и ей не нравится то, чем там занимаются. Говорит маме, что ей нравится делать музыкальные клипы к аниме, то бишь АМВхи. Ей нравится читать фантастику со сложным запутанным сюжетом. Маман ей говорит, что наша героиня тупеет от своих фантазий, и что ей нужно завести настоящих друзей, а не Шизу или Пульпу. Луз кладет в мусорный контейнер свою любимую книгу про ведьму Азуру. Мамангус прощается с дочкой и уезжает на работу, оставляя Луз ждать автобус в лагерь. После того, как Мамикус уходит, Луз решает вытащить из помойки книжку, но обнаруживает, что ее сперла совушка. Луз начинает погоню за совой и забегает за ней в через волшебную дверь. Судя по завалу, Луз выбирается в мою комнату. Но, увы, это другое измерение. Из шатра Луз видит Иду, ведьму, которая торгует вещами из мира людей в своем мире. Когда ведьма решает сжечь книгу как топливо, Луз выбегает и забирает книгу, но убежать далеко ей не удалось из-за обрыва. Ида показывает Луз, что у нее продается в лавке, и когда Луз включает телевизор, в котором усатый гачи-мучи-мен флексит под Limp Bizkit, к лавке сбегаются в большом количестве покупатели. Ида говорит Луз, что она самая сильная ведьма на Кипящих островах. Это, если что, место, в котором они находятся. А если немного подняться, то можно увидеть, что острова состоят из тела Титана. Нет, это не Колосс из Атаки Титанов. Тут немного другой лор. После объявляется стражник, который арестовывает Идулин за незаконное использование магии. А нет, они сбежали. Мне даже жалко бедного стражника. Какое же все-таки красивое место, эти кипящие острова. Во время полета Ида говорит, что жирафы были изгнаны из их мира в людской мир.
поскольку они сборище фриков. Луз просит Иду вернуть ее в родной мир, но та согласилась при условии, если Луз ей поможет. Они пришли в совиный дом. Выясняется, что совиная королева живет не одна, а с жутким монстром. А нет, это всего лишь милипуська-король. Если бы я был на месте Луз, я бы затискал эту пусечку до смерти. Ида говорит Луз, что у короля украли его корону, из-за чего он теперь такой беспомощный, и что сквозь систему охраны может пройти только человек. Луз и король залетели в тюрьму, в которой встречают заключенную, которую посадили за то, что она пишет фанфики про еду. Ну а что, у всех разные интересы. Не осуждаем. Еще одна сидит за помешательство на теориях заговора. Жизнь это симуляция, земля плоская. И тому подобное. Ну такое я уже не приветствую. Еще один мужик сидит за то, что он любит поедать свои глаза. Ну как бы если это делает его счастливым, то почему бы и нет. Ребята почти добрались до короны короля. Она и другие вещи находятся за лазерным лучом, сквозь который может пройти только человек. Корона короля оказалась обычной короной из типа Бургер Кинга, только из Бургер Квина. И она не дает ему никакой мощи. Король просто чудаковатый пупс, помешанный на жажде власти. Ида произносит интересную фразу: чудаки должны держаться вместе. Чел-палач мило отрубил голову Иде и после чего приглашает ее на свидание. Но разве не романтично? Ида отвергла такое милое предложение, и мужик сошел с ума. Убегая, попутно они освободили чудаков, несправедливо заточенных в тюремных камерах. Ида отдает ключ от волшебной двери Луз и говорит, чтобы она возвращалась. Но она не решается бросать новых друзей и совместно с чудиками дали пизд монстру. Перед Луз встает сложный выбор: вернуться в свой скучный мир, проведя лето в лагере, или остаться в мире фэнтези с новыми друзьями. Разумеется, она выбирает второй вариант. Луз хочет стать ведьмой как Ида, как Азура. Для этого она станет ученицей совинной королевы. В конце серии Луз пишет своей маме о том, что она думает, что ей понравится в летнем лагере. Но на самом деле я бы вместо летнего лагеря сам бы был не против провести время в подобном мире. Но увы, реальность сурова. Кстати, небольшой факт. Луз, имя с португальского и испанского языков, означают цвет, а фамилия происходит от наседал, что переводится как поле ореховых деревьев. Не знаю, зачем вам эта информация, но, как по мне, довольно интересный факт. Учитывая, что в последующих сериях Луз будет практиковать первое колдовство, а именно магию света. Но это уже совсем другая история. Так-то нет, это та же история, но просто красивая фраза. На самом деле, пока что я посмотрел только первый сезон, и я более чем удовлетворен. Анимация, сюжет, не считая филлеров, персонажи, все на высоком уровне. Очень интересная концепция вселенной и мощный финал первого сезона. Также, ребята, я хочу выпустить еще видео про совиный дом, но мне нужна ваша помощь. Если вы знаете какие-то моменты с отсылками и пасхалками, то пишите мне ВКонтакте. Именно про отсылки и пасхалки будет связано новое видео про дом совы, если, конечно, соберется достаточно материала. Огромное спасибо вам за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Также обязательно включайте все уведомления на канале, чтобы не пропускать новые видео. Все мы знаем, что лягушки и жабы топ. Пока!